Это божья коровка. Сейчас она полетит. Полетела. Как она хорошо полетела. И при этом ей 6 лет. Всем привет, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Друзья, у нас сегодня отличная возможность, наконец-то появилась, сравнить наш Матерран с другой станцией в горах. Нам предстоит не близкий путь, 44 километра, поэтому мы заехали проверить байк, все ли в порядке, проверили тормоза и так далее. Парам увидел машину, какая у него была раньше. Your first car. Yeah, my first car. Была бы у нас машина, было бы гораздо проще. На байке все-таки сложновато ехать. У меня от такой долгой езды начинает болеть пятая точка. Но зато не укачивает на байке. Одно удовольствие ехать по такой дороге. В сезон дождей в Индии можно увидеть все оттенки зеленого. Рисовые поля, горы на горизонте, почти нет машин. И еще что радует, и даже, я бы сказала, приятно удивляет, это чистые обочины. This is plate. This is. Парам говорит, что это... О, он денег просит. Говорит, что вот эти вот листья он нарвал, как тарелки будет использовать. Этот мужчина пастух, so is that all his cows? Yes, snow might be working. Парам говорит, не обязательно его, возможно, он работает пастухом, но видите, не воспользовался, как говорится, случаем, почему бы не попросить денег, раз мы тоже воспользовались случаем взять у него не... Ай, Парам, wait, Ток. Все, ладно, выключаюсь. Я не могу, на ходу опасно. Хоть мы им очень медленно едем, но все равно. Ребята, решила еще запечатлеть такую картину. Вы видите, мальчишки купаются в водоеме. А, видимо, их мама постирала сари, вывесила, разложила, точнее, сушится. А они пока наслаждаются водичкой. Интересно, хорошая водичка. Друзья, вот мы поднимаемся по дороге Серпантин. Так же, как и в наш Матерран, поднимаемся вверх, высоко в горы. Остановились возле киоска, Парам хочет еще посмотреть по навигатору, правильно ли мы едем. И какие-то здесь дикие обезьяны. Артур хотел угостить. Специально для обезьяны купил печенье, а она убежала. Хотя поначалу показалось, что очень смелая и отважная. Посреди дороги сидела, травку щипала. Вот, друзья, нам еще осталось 8 километров подниматься вверх. Слушайте, что-то так страшно мне подниматься в эту гору. Я смотрю, конца и края ей нет. Просто одно дело, у нас тоже в Матерран страшно подниматься, но это уже знакомое. Парам знает каждый там кустик, каждый поворотик. А здесь новая дорога Серпантин, и почему-то мне тревожно на душе. Но я верю, что все будет хорошо. Oh my God. Очень сильно отличается это место от нашего Матеррана. Друзья, наконец-то мы
забрались на вершину, но мы еще не добрались до нашего отеля, но тем не менее мы можем уже смело сказать, что мы приехали в место отдыха для всех желающих под названием Ланавала. Это наивысшая точка. Нам потом еще надо будет спускаться, друзья. Представляете? Сейчас поснимаем отсюда. Боже, представьте, не могу даже нормально перейти через дорогу. Такое здесь движение и очень много грузовичков. Не хотелось бы там побывать. Сетка металлическая, чтобы не падали камни на дорогу. Уже на въезде в горный городок Ланавала началась какая-то суета. Здесь совсем не так, как у нас в Матаране. У нас всего одна дорога, поднимающая всех желающих в поселок. И хоть она с резкими подъемами, порой с крутыми поворотами, но достаточно спокойная. А тут, мама дорогая, мосты, развилки, трассы, железнодорожные пути. Рядом с тобой проносятся огромные фуры, автобусы, строительные машины. В общем, этот отрезок пути, примерно 8 километров, мы ехали как черепахи. По принципу «дольше едешь, дальше будешь». Наконец-то мы на месте, уже окончательно на месте. Такой классный отель, вообще обалденный. Ну, Артур, давай будем проверять кровати на мягкость. Ты это любишь? Ну как? Шлюпнулся, как на доску. Говорит, шлепнулся как на доску. Значит, ну, нормально. Это, как говорится, для тех, кто занимается йогой, самое то, что надо. Нельзя спать на сильно мягких постелях. Классный отель, я вам сейчас покажу все вокруг. Это место, этот отель, точнее, посоветовал Параму его друг. И нам здесь даже сделали скидку. Около 8000 стоит, без всяких скидок. Нам сделали скидку за 4000, 4000. Артур, смотри, Артур уже готов. А ты налил воду? Артур, зачем ты включил без воды? Оно перегорит. Нельзя так. Ни в коем случае так нельзя. Надо сначала наливать... Ну, Артур, это перегорит, это ни в коем случае так. Сначала наливается вода, я бы даже сначала этот чайник помыла, понял? Самое интересное, друзья, что мы вообще не собирались сюда ехать. Мы вчера с Парамом решили, что поедем сегодня на ферму. Ну, там ферма, которую сделали как туристическим местечком. Мы там на самом деле были 3 года назад, у меня есть видео. И вот, знаете, у меня сейчас такое вот, что мне хочется как будто бы побывать в тех местах, когда мы были еще до всех вот этих вот сегодняшних событий, когда я наслаждалась жизнью на полную, и вот мне словно хочется повторить это. А пора мне, говорит, Наташа, ну, то есть сегодня утром мы уже собрались на ферму, я уже даже взяла с собой, ну, то есть я оделась совершенно не для такого классного отеля. А потом мне Парам говорит, то есть мы уже спускаемся вниз, в Нирал, и Парам говорит, Наташа, что мы опять туда поедем? Мы же там уже были, давай поедем в Ланавалу, мы никогда здесь не были, это же интересно, что-то новое. Я сначала колебалась долго, то нет, а потом думаю, ну, правда, видеть новые прекрасные места. Ну и сейчас я, естественно, не жалею. Сделаю небольшой обзор самого номера. Вы видите, сразу у входа стоит шифоньер. Дальше душевая, туалет. Смотрите, здесь даже ограждение есть. Не во всех отелях такое можно увидеть в Индии. Вон полотенца лежат, туалетная бумага. Так, и что там нам положили? Смотрите, 2 мыла и, наверное, шампунь. Так, дальше. Так как у нас это family room, у нас здесь 2 кровати, одна двухспальная и однушка. Вот это вот дверь в никуда или в другой номер, я не знаю. Ну, в общем, мы ею пользоваться не будем. Картина висит. Посмотрите, какой потолок здесь, как в сарае. Я шучу. Ну, все отлично, мне нравится. Декор. Балкон огромный. Здесь тоже есть холодильник. Вон, видите, кресло, телевизор, зеркальце, чайничек. Ну, в общем-то, все есть. Все, что надо иметь. И я. Да, и ты самое главное.
очень большой балкон. Смотрите, как здесь можно хоть танцевать. Что, Парам? 4 years before. Параму какую-то фотографию ему в Facebook показал. 4 года назад это было. 4 years before this day. This my cake, Да, это baby. Hey, мы, come видно, here. только приехали See how this my из cute. Украины 4 года назад. Боже мой, кто бы мог подумать. Артур, правда, расстроился, что попрощался с любимым дядей. Ну ничего, может быть, дядя к нам приедет в гости. Да, сыночек? Сколько всего произошло за эти 4 года. Ладно, сейчас о хорошем. Вы видите, какой вид прекрасный отсюда. Огромная территория и очень много здесь развлечений на территории этого ресорта. Бассейн. Мы, представьте себе, в бассейн не собрались. Мы собирались на ферму, поэтому даже не взяли с собой купальные костюмы. Сейчас что-то будем думать. Я взяла с собой платье, в котором я думала, ну просто думала, буду на ферме на той сидеть вечером, смотреть на звезды в том платье. Артур в трусиках, ну это в принципе не проблема. Пока снимаю, пока есть настроение, а потом уже буду отдыхать. Видите, сколько здесь много разных развлечений. Может быть, потом темно будет, тоже не удастся снять. Поэтому показываю сейчас. Огромный ресторан. И на улице, и внутри. Как красиво, везде чистенько, плиточка. Очень много красивых мест для фотографий, но опять же я не... Ну вот это вот платье я выбрала для того, чтобы в нем спать и вечером смотреть на звезды, но в итоге я в нем буду купаться. Все у нас вечно как-то спонтанно происходит. Ладно, переворачиваю камеру, показываю вам бассейн. А вода очень супер холодная. Но я захаляюсь. Парам тоже снимает видео, ну, чтобы показать своим друзьям, своим знакомым. Не каждый день бываем, да, в таких отелях. Я не снимала на видео, потому что я тоже наслаждалась купанием в бассейне. На самом деле нас именно троих объединяет любовь к воде, и у нас, ну, есть какие-то совместные интересные игры. Поэтому, ну, некому было нас снимать. А то расскажи, в какие игры мы играли. Ну, наверное, часа 2 точно мы играли, а? Парам стесняется. Ну, у нас есть такая семейная игра. Ну, ладно. Ну, просто на самом деле, как бы, индийцев очень мало купается в бассейне. Они в основном, ну, выбирают отели с бассейнами только ради того, чтобы сделать тут красивые фотографии. Сейчас уже идем. Ну, а у нас именно мы все умеем плавать. Артур тоже умеет плавать. Или там даже если... Почти. Ну, почти, да. Но все равно ты умеешь плавать. Как бы не боится воды, плавает с кругом, если какие-то активные игры. Ну, очень здорово проводим время именно в бассейне. И, может быть, когда-нибудь удастся заснять эти игры, потому что это, ну, действительно крейзи. Все, идем дальше. Сейчас переодеваемся и будем уже отдыхать так, цивильно. Сейчас у нас 6 вечера, мы едем искать какую-нибудь кафешку, чтобы Парам покушал. Он очень сильно проголодался, хочет есть. А и Артур тоже кричит, я тоже хочу кушать. Ну, вы видите, у меня как бы сейчас этой проблемы нет. У меня после моей диеты желудок настолько уменьшился, что я вообще практически не ем. Люди там делают какие-то операции на желудке, кольца ставят и так далее. А достаточно просто меньше есть, и желудок сам не просит большого количества еды. Парам, slowly. В нашем отеле еду можно заказать только в 8 часов вечера.
вечера. А Парам уже очень сильно голодный. Ну и вот я по дороге вам показываю вообще в принципе Ланавалу. Может быть, кому-то это будет интересно. Очень сильно отличается от Матерана. Ну вот мы даже не поймем, куда нам ехать. Why you stay? You want cake? Cake? I don't want cake. Я вообще не хочу. Артур, может быть, хочет. Вот у нас в Матеране есть главная улица, где много разных кафе, ресторанов на любой вкус. Vegetarian, non-vegetarian, алкоголь, нет алкоголя. А здесь вот как-то непонятно. Едешь по улицам и где-то попадается какое-то кафе, непонятно какое. Вот мы сейчас остановились. Здесь похоже, что продаются только мороженое и какие-то разные десерты. Параму что-то хочется посерьезнее. Может быть, Артур здесь что-то выберет. Главное отличие нашего Матерана от других горных станций в том, что поднявшись на вершину, всякий желающий попасть дальше должен оставить свой транспорт на парковке и продолжить исследовать территорию уже на своих двоих, или же на лошадях, или на рикше. Да, у нас, друзья, заповедник. Чистейший воздух, тишина и особая душевная атмосфера. Но вот далеко не все индийцы это ценят. Не все любят ходить пешком, поэтому не наш Матеран, а именно Ланавала считается самой посещаемой горной станцией в Махараштре. Парам рассказал, что много лет проработав в Мумбаи, он ни разу не слышал про Матеран. Зато знал, что у многих обеспеченных мумбайцев есть собственные дачи в Ланавале. И что средний класс на выходных приезжает в Ланавалу отдохнуть в отелях высокого уровня, которых, друзья, здесь огромный выбор. Ну вот, заехали на какой-то пятачок, здесь вроде бы какие-то, даже Макдональдс, какие-то кафе, какие-то лавочки, киоски. Я думаю, что здесь Парам сможет перекусить. Нашли, наконец-то. Здесь готовят пани-пури в перчатках. ऊपर नीचे है तो नीचे भी नॉन ऐसे कपल А Артур заказал себе вермишель быстрого приготовления. Там вернее. Посмотрите, как их выставили здесь. Это очень популярное блюдо. Ну, на самом деле, очень вредная еда, но иногда можно. Так же, как и пани-пури тоже. Сегодня можно. Очень вкусно. Ну, вообще как-то не камильфо, честно говоря, вот так вот сидеть. Даже здесь нет столиков. Ребенок ест непонятно на чем. Отель очень хороший, классный. Я так поняла, что здесь большинство именно таких отелей высокого уровня. Но когда выезжаешь куда-то вовне, то попадаешь в какую-то бяку, мягко говоря. Ну, вообще мне не нравится. Я думаю, что в этом плане Матеран намного лучше. Сэндвичи еще сейчас попробую. Постоянно Параму названивает, постоянно, без конца. Вы не представляете, это я сейчас зафиксировала, но я сколько видео удалила из-за его звонков. Наверное, каждые 10 минут ему звонят. Ну, неплохой сэндвич, да? It's all very tasty food now we eat. And this only 360 rupees. Парам говорит, что в Матеране вот эта вот уличная еда стоит намного дешевле. То есть он за то, что мы съели 3 сэндвича, пани-пури, и Артур съел эту вермишель быстрого приготовления, заплатил 370 рупий. И говорит, что в Матеране мы бы заплатили гораздо меньше. Но в то же время, в принципе, очень вкусно. Ну, как бы эстетический момент мне очень не понравился. Что? See? А, Парам говорит, тут еще и музей, но это уже будет, наверное, в следующей серии. Thank you. No. А, Парам уже покупает, по-моему, Артуру. Я, видите, не ведусь на все это. Все, he is my husband. Мой муж уже не удержался. Что, ты уже с шариком, да? You ready?
Кстати, у нас у Артура был такой момент, шарики папа ему постоянно покупает, говорит, а можно было бы их продавать, у него уже есть такая вот жилка торговая, как у мамы. Мама ж много лет в торговле работала, так что и у сына. Все, thank you, I don't want to, we have already. Девочка все еще за... Артур показал ей шарик, говорит, есть у нас уже шарик. По Ганеша? Ганеша? इसको बजा के दिखाओ बजाओ ना Окей, thank you. I want to make video. Сочное. И настало время ужина. Очень красивый здесь ресторан. Но людей вообще абсолютно нет. Кстати, посмотрите, ребята, несмотря на то, что очень-очень сильно облачно, я вообще практически солнца не видела, только пару раз, когда мы плавали в бассейне, и я обгорела. Артур уже включил мультики, боже мой, у него уже инстинкт, как ужин начинается, он включает мультики. Хотела поснимать. Ну, действительно, очень красиво, уютно, цивильно. Супер подача. Paneer chili. I must test. Say what you are vegetarian. Yes, I am vegetarian. This is paneer chili. When you stop be vegetarian? After 2-3 days. А у нас с Артуром, вот видите, эти Kebab. кебаб, чикен, ножки куриные. И вот, никого абсолютно нет. And paneer you want to give? Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.